Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! В этом видео будет мой полет из Братска в Москву на авиакомпании S7. Ну, погнали! Сначала покажу город Братск. Сегодня в 9 утра у нас экскурсия по реке Ангаре. Мы приехали на остров Тенга, ведь именно там находится причал, с которого мы отправлялись. А вот как выглядит судно, на котором мы поплывем. Правда, оно выглядит немного как коробка. То, которое сейчас причаливает, это наше, а то, которое отчаливает, то есть ближе, это не наше. Оно отправляется немножко раньше нас. Нам сказали, что судно разработано в Пскове заводом MasterCar или MasterCard, да я уже точно не помню. Но судно очень безопасное. Сзади, конечно же, открылся красивый узор. Это след от нашей лодки. Раньше на месте этих хвойных деревьев была школа. Спустя 1,5 часа после отчаливания мы делаем первую остановку. Остановились на Антоновском острове. Ехать до туда 1,5 часа, потому что максимальная скорость нашего судна 10 км в час. На острове очень много чаек, которые явно совсем недолюбливают людей. Выглядит круто, на самом деле очень много мусора и воняет. Нет, ну реально, вы же видите, сколько здесь мусора. Отправляемся дальше, сквозь большой призрачный лес. Этот лес затопило, ведь раньше он был на земле. И теперь вот торчат верхушки деревьев, берез и сосен. Вот буквально сколько гнезд делают птицы только на одном дереве. Вот тут есть такие, так сказать, столбы из камней, которые так и называются – Дубынинские столбы. Кстати, сейчас мы пойдем к ним пешком. Сделаем остановку и пойдем. Подниматься надо по крутому склону. Ну, к чему я уже привык, ведь я часто делаю хайкинг. Но это того стоит. Очень красивый открывается вид. Идем дальше, чтобы посмотреть еще больше красивого вида. Вот какой красивый открывается вид. Ну, очень же красиво, правда? И дальше 3-я остановка, недалеко от Дубынинских столбов. Можно было покупаться, что я и сделал. Ну а теперь плывем обратно, но уже без остановки. Просто сразу обратно на Тенгу. Где-то на полпути нам дали шашлык, чтобы мы могли покушать. Теперь я покажу Братскую ГЭС. Вот так круто она выглядит. Снимаю я со смотровой площадки. Тут их было 2, а по-моему раньше была только 1, не помню. Перед смотровой площадкой теперь стоят куча лавочек, а также рассажены красивые цветы. Рядом со смотровой площадкой еще есть картинг. Я туда ходил, но видео или фоток у меня нет. Простите за это. Сегодня едем в Ангарскую деревню. На входе касса, которая выполнена в старинном стиле. Идем по тропинке, где растут очень высокие березы. Тут в Иркутской области такая порода берез, которая очень высокая, и меня она всегда удивляет. Есть стенд, где написано, чем надо кормить птиц. А нельзя их кормить ржаным и свежим белым хлебом, представляете? Есть такой медведь, которого жалко, потому что он только один, у него нету медведицы. Он ходит по своей клетке, потому что ему очень скучно. Есть вот такой домик. Что это такое, можете прочитать на табличке в нижнем правом углу. Поднимаемся в один из таких домиков по очень крутой лестнице. А когда-то в старые времена она же реально была такая. Не представляю, как было по ней подниматься и спускаться, особенно детям. Но зато открывается красивый вид на Братское море и сам Братск. Теперь переходим к полету. На выезде из аэропорта или на въезде стоит памятник самолету Як-40 авиакомпании Аэробратск, которая обанкротилась не знаю когда, но лет 10 назад, мне кажется. Здание аэропорта еще с советских времен, примерно с 1970 года. На входе сразу первый контроль безопасности, но не такой сильный. Зона регистрации маленькая, только 6 стоек регистрации. Есть магазин сувениров. Девушка, которая в нем работает, явно скучает, потому что нету покупателей. Есть вот такое кафе «Высота» с логотипом Аэробратска. А еще есть табличка, на которой написано, что нельзя фотографировать перрон, что мне, конечно, не понравилось. Вот и само кафе, похоже на что-то типа буфета. А еще снял перрон в секрете, но ничего не было видно. Проходим зону досмотра и идем в чистую зону, в которой только кафе, магазин сувениров
ну и зал ожидания. Вдалеке видно, что сел борт, который будет выполнять мой рейс. Кстати, забыл сказать, у меня же рейс задержался на 1,5 часа, а так вообще задержался на 2. Скорее всего из-за атак дронов в Москве, поэтому из Москвы он вылетел поздно. Ну и собственно поздно пролетел и поздно вылетел. Началась посадка, но не все пассажиры еще встали в очередь. Ну и идем на автобус, который будет выполнять наш рейс. Ну и едем на автобусе к нашему самолету. Кстати, с прошлой жизни в автобусе остались кнопки, чтобы сказать водителю, чтобы он остановился на следующей остановке. Ну и захожу на борт, который будет выполнять мой рейс. Ему 16 лет. Всю свою, так сказать, жизнь эксплуатировался в авиакомпании S7. Многие пассажиры прикладывали руку к самолету, говоря: «Привет, самолет!» Я это тоже иногда делаю, но не всегда. В салоне компоновка такая же, как и на прошлом рейсе, который был в прошлом видео. Ссылка будет внизу, если вы хотите посмотреть. 2 ряда бизнес-класса и весь остальной салон для экономического класса. В кармашке кресел так же, как и на прошлом рейсе. Инструкция по безопасности, дополнительный каталог на борту и также журнал авиакомпании. Скоро нас начнут буксировать, и уже начнется долгожданный полет. Кстати, сейчас уже и начали буксировать. Вышел на связь капитан, извинился за задержку и сказал время полета 5,5 часов. Сказал то, что полет будет спокойным. Он представился, но я не помню, как. Руление заняло около 10-15 минут. Мы выехали на полосу, поехали в ее конец, развернулись и потом практически без остановки начали взлет. На взлете открылся красивый вид на реку Ангару, поскольку мы взлетали в ее сторону, то есть в сторону самого города Братска. Аэропорт города Братска находится недалеко от самого Братска, но вообще он находится на северо-западе от Братска. Табло «Пристегните ремни» не выключали долго. В туалете все необходимое присутствует и достаточно чисто. Начали обслуживание почему-то не с бесплатного, а платного, представляете? Потом бортпроводники пошли с напитками. Думал то, что сделают только напитки сначала, а потом уже будет еда. Но я оказался неправ. Сразу же затем принесли тележку с едой и начали одновременно раздавать еду и напитки. На выбор курица с макаронами или рыба с рисом, а мне детское питание. Куриное филе в сливочном соусе с макаронами. Также салат, печенье сдобное с молоком и булочка. Кстати, про печенье. По-русски на упаковке написано «печенье сдобное с молоком», а по-английски написано «butter biscuits», что значит «печеньки с маслом». Вышел на связь капитан, рассказал разные вещи про полет и сказал то, что наш полет проходит в районе Нижневартовска. Это правда. В полете мы пролетели над Нижневартовском, потом немножко севернее Перми, затем южнее Нижнего Новгорода и уже пошли на посадку. За 30 минут до посадки начали снижение. Там виден аэропорт Жуковский с его длинной взлетно-посадочной полосой. Снизились и пошли на посадку. Эта посадка была одна из самых мягких посадок в моей жизни. Думалось, что мы вообще и не коснулись. Вот посмотрите сами. Руление было плавным и быстрым, и буквально через 10 минут после того, как мы приземлились, мы уже выходили из самолета. Поднимаемся по эскалатору и затем на выдачу багажа и в город. Трансферных пассажиров было мало, но они все-таки были. Выходим через эти автоматические ворота, которых я боюсь, потому что они могут меня ударить. Тут на месте выдачи багажа идет активная продажа билетов на Аэроэкспресс поезд, а также Аэроэкспресс автобус
к метро Домодедово. Выхожу, и неожиданно встречающих не так много. Ой, и опять эти автоматические ворота. Блин, надо пройти в те, которые закрыты, потому что те, которые открыты, могут ударить. В этом месте сейчас буду записывать приветствие этого же видео. А тут начиналось прошлое видео, помните? Выходим и дальше едем на такси домой. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось.